Приветствую тебя! Ты попал на новый ролик. Перед его началом я хочу попросить тебя скромно поставить лайк, написать комментарий, ведь это очень сильно влияет на продвижение данного ролика. Также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Аниме начинается с главного героя по имени Кафур-вампир, человека наполовину вампира, который оказывается в эпицентре битвы с убийцами, закутанными в черные одежды. Когда его противники приближаются, они нападают на него с огнестрельным оружием. Затем, столкнувшись с молодым человеком с белыми волосами и голубыми глазами, покрытым повязками, последнему удается остановить атаку своей рукой. Заметив уровень драки молодого человека, Эль Прота спрашивает его о его принадлежности к какой-то организации убийц, однако молодой человек молчит. И прежде чем Прота успевает нанести еще один удар, человек, одетый в ту же форму, что и Прота, поражает противника атакой, заставляя противника сбить его с толку и бежать с места происшествия. Именно тогда он обнаруживает, что Нёс, дворянин, которому они должны были гарантировать свою безопасность, полностью мертв. Позже мы обнаруживаем, что Прота сосредоточен на чтении книги во время поездки в поезде, в то время как он объясняет нам, что они находятся в Карбеле. Месте, где городские кварталы соединяются между собой, они соединяются между собой железнодорожными путями. Это единственное безопасное убежище на планете, известной как Фландрия, получивший название Мир Лампы из-за вечной тьмы, царящей за пределами городов. Из-за этого существуют поглощенные тьмой существа, называемые линкотропами, которые явно нападают на людей. Позже мы наблюдаем, как город, из которого направляется Прота, освещается магией, и по прибытии на станцию он встречает рыжеволосую девушку. По совпадению и то, и другое, они выражают такое же восхищение, глядя на город, когда выходят из поезда. В этот момент Прота предлагает ей руку и предлагает сопровождать ее до места назначения, однако она отклоняет это предложение, и в этот момент их пути расходятся. Затем Кафур направляется в особняк, чтобы встретиться со своей ученицей, и по прибытии его встречают несколько горничных, которые ему сообщают, что мисс скоро будет с ним. Именно тогда мы встречаем Мелиду Энджел, которую находим играющей на перилах балкона второго этажа. Она внезапно спотыкается и падает прямо в объятия Проты. Ей открывается, что он будет ее опекуном и таким образом будет поддерживать с ней связь в течение следующих 3 лет. Затем раздается звонок, прерывающий ее представление, сигнализирующий о начале занятий мисс, и Проте сообщают, что он должен присутствовать с ней в качестве ее опекуна. По прибытии в академию девушка по имени Нерва подходит к Мелиде, чтобы высмеять ее за опоздание, а затем вызывает ее на тренировочную дуэль. В то время как девушки противостоят друг другу, Прота отмечает, что Мелида происходит из одной из 3 самых важных семей паладинов в мире. Эти семьи приобретают способность обращаться с маналом, когда им исполняется 7 лет, что дает пользователю различные навыки, в том числе повышение силы физика. Однако очевидно, что Мелида не обладает маной, поэтому все остальные считают ее некомпетентной. Впоследствии Энерва побеждает Мелиду и унижает ее на глазах у всех ее товарищей-женщин, показывая, что мечта Мелиды присоединиться к легиону Црес. Она добавляет, что это показалось ей грандиозным, когда она узнала, что знаменитый некомпетентный талант ясно сказал об этом. Затем она упоминает, что новый наставник Мелиды входит в элиту легиона крестов, а затем сравнивает Мелиду со своей кузиной Элис Энджел, которая, как утверждается, уже может контролировать класс паладинов, поэтому если он получит помощь от Проута, он быстро присоединится к этой организации. После этого Мелида убегает с места происшествия, охваченная стыдом, в то время как ее кузина Элиза следует за ней. Когда ей удается догнать, Мелида предупреждает ее держаться подальше и перестать обращаться с ней так, как будто они друзья. Позже мы находим Прота в его комнате. Он записывает записи о том, чему он явно был свидетелем в тот день. В своих заметках он упоминает, что дедушка Мели, сеньора Модрика, сомневается, что она законная дочь Лос-Анджелеса, потому что она явно не пробудила свою ману. После этого мы погрузились в воспоминания о Проте, где его партнер упоминает ему, что он подозревает, что у мистера Элнеса был роман с матерью Мелиды. По этой причине они должны были гарантировать его безопасность, чтобы иметь возможность получить информацию об этом слухе. Так сложно. Следовательно, теперь ваша миссия стать опекуном мисс и превратить ее в человека, достойного дворянства. Затем Прота приходит к выводу, понаблюдав за ней весь день,
что Мелида не обладает никакими способностями, поэтому она не является биологической дочерью короля. Герцог-рыцарь Фелгус Ангел таким образом приступает к выполнению своей второй миссии, которая заключается в убийстве Мелиды. Он упоминает, что делать это так быстро было бы нецелесообразно, однако ему трудно наблюдать за жизнью, которую ведет Мелида. Она продукт богатой матери, но явно из простого сословия, а мужчина, с которым у нее был роман, не обладал тем, что необходимо для того, чтобы стать паладином, и теперь он мертв. Он понимает, что она твердо уверена в своем собственном таланте, но этого недостаточно, чтобы справиться с жизнью полной страданий, которую она ведет. В этот момент Эль-Прата хватает банку, которую хранят в его портфеле, и направляется в комнату Мелиды, но понимает, что не справляется со своими обязанностями. Он находит ее там, так что он отправляется на поиски девушки по всему городу, и тогда он понимает, что ее преследуют трое ликантропов. Она сразу вспоминает, что слышала, что ее дедушка обычно давит на нее, но ему никогда не удается высвободить свою ману. Поскольку ему необычно видеть ночных существ в таком возвышенном городе, он приходит к выводу, что видит это, и это работа лорда Мордрега, который пытается заставить Мелиду разбудить ее сердце. Мана заставляет ее сражаться. После недолгой борьбы с монстрами, ему удается выбить ее деревянный меч, и она в изнеможении падает на землю, получая удары. Один из ликантропов хватает ее за волосы, чтобы остричь их, но в этот момент она умоляет его не делать этого, так как ее волосы — единственное воспоминание, которое она помнит, это от его матери. В этот момент Прата, наблюдающий за дракой, понимает, что Мелида не просит помощи у охранников, потому что если бы она этого хотела, она согласилась бы с тем, что она не является частью семьи Ангела и явно не обладает маной, поэтому она думает, что вся эта ситуация — жестокая шутка. Затем Прата обезглавливает ликантропа, который хватает свою хозяйку за волосы, и та явно растворяется во множестве энергетических частиц. Затем он использует свою ману, чтобы сбивать с ног остальных, пытаясь убежать от своего меча, но его усилия напрасны, так как он не позволит этому случиться. Чтобы монстры, которые явно нанесли вред ее покровительнице, сбежали, в этот момент используется ее способность призрачного трезубца, заключающаяся в дублировании острия ее меча и ее энергией. Дальше Мелида поражена, потому что она не ожидала, что кто-то ее спасет, и после этого Прата предлагает ей свою руку, однако она помнит, что не может проявлять слабость, и ей удается самостоятельно встать на ноги. Затем он извиняется перед ней за причиненные ей неудобства, и увидев это, он понимает, что она ведет себя так, потому что она всегда одна, и ей не на кого опереться. Это вдохновляет его на то, чтобы самому стать свидетелем того момента, когда она осознает свою силу, и дать шанс этой маленькой девочке, живущей в таком жестоком мире. Впоследствии он берет ее за руки и просит позволить ему спасти ее, так как он хочет быть ее опорой. Он утверждает, что независимо от того, с какой бурей она столкнется, он откликнется на ее золотов. Затем он спрашивает ее, доверит ли она ему свою жизнь, поскольку единственный известный ей способ пробудить свою ману не гарантирует успеха. И в случае неудачи это может привести к ее смерти. Немного поразмыслив, Мелида принимает предложение, и Прата обещает ей, что благодаря своей жертве посвятит ей всю свою жизнь. Тогда она берет ту же бутылку, которую ранее достала из чемодана, и выпивает ее, а затем подносит к рту Мелиды. Мелида сразу же впадает в сон, полный боли и агонии, но ей удается сохранить рассудок и пробудить свою ману. Позже мы видим, как Мелида доказывает горничным, что у нее уже есть мана. Затем она благодарит их за все эти годы, когда они поддерживали ее, а также помогали ей, поскольку без нее ничего не было бы возможно. Издалека Эль-Прата наблюдает за девичьей группой и понимает, что пути назад больше нет. Она решает скрыть тот факт, что Мелида явно девушка, с которой она познакомилась. Незаконнорожденный ребенок, продукт любовной связи ее матери, поскольку он является членом гильдии убийц под названием «Белая ночь». Поэтому он должен дождаться, пока Мелида продемонстрирует свои способности, чтобы их не обнаружили, иначе они оба столкнутся со смертью от рук Мордрека и гильдии. Во время смены сцены мы обнаружили, что Прата проверяет физическое состояние Мелиды, и после приема лекарства она приобрела способность использовать сестру. Поэтому ему нужно исключить любые отклонения. Затем она просит вас сменить позицию, чтобы я мог осмотреть ее спереди. Однако Мелиду смущает эта ситуация, и она спрашивает, чувствует ли он то же самое. На это он отвечает, что чувствует то же самое, но его научили скрывать свои эмоции. И добавляет, что этот процесс необходим, поскольку возможность причинения ему вреда лишает его сна. Услышав это, Мелида соглашается с тем, что она в значительной степени должна делать, и дает ему разрешение проверить свое тело на предмет каких-либо отклонений.
Впоследствии она упоминает ему, что тип маны, которую она получила, был типом самурая, поэтому она должна скрыть это, поскольку из-за своего положения они могут столкнуться с трудностями. Распространяются неприятные слухи. Между тем, Прота, который надеется, что она сможет создать репутацию, явно достойную аристократа, поскольку это единственный способ, которым вы оба можете выжить. Потом мы видим, что Мелида очень взволнована, потому что скоро у нее будет очень важный урок, и, наконец, у нее есть мана, так что она сможет показать это своим одноклассницам. И в этот момент Прота говорит ей, что она не сможет использовать свои способности до недели, так как это произойдет, когда состоится публичный турнир. Вот почему она запретила ему использовать ману вне своих тренировок с ним. Позже Мелида идет в класс, и к ней приставает Нерва, которая вырывает у нее книгу, которую она читала. Как только урок заканчивается, она выглядит очень обескураженной, потому что, несмотря на наличие маны, она не может показать ее своим одноклассницам. Поэтому Прота говорит ей, что ее способность все еще сохраняется. Она несовершенна, и поэтому вы должны тренироваться, чтобы отполировать ее. В этот момент Прота понимает, что их явно подслушивают, и поэтому он решает противостоять своим последователям. Тогда мы узнаем, что рыжеволосая девушка, которую он встретил в метро рядом с двоюродной сестрой Мелиды, стояла за ними. Без лишних слов решает предстать перед Протой и говорит ему, что ее зовут Рассетти Прикет, которая является опекуном Лис. Услышав, что ее зовут Мелида, это его сестра. Впечатлена, но Рассетти смущается и говорит ему, что ведет себя так, как будто она знаменита, на что Прота отвечает, что на самом деле это так. Поскольку она родилась в низшем социальном слое и получила свою ману в молодом возрасте, это сделало его самым молодым человеком, присоединившимся к ней. Организация Крес-Легион, а также Маркиза Дель Рей. Однако она упоминает, что не придает этому большого значения и просит Мелиду называть ее Роуз. Затем она протягивает руку к Эль Проте, чтобы представиться, и упоминает ему, что слышала о нем через Лис. И поскольку они оба будут работать на семью ангелов, она просит его быть друзьями, и в этот момент мы видим, что Эль Прота улыбается ей, но явно отводит взгляд. Мано, утверждая, что она не может принять ее дружбу, потому что, будучи такой жизнерадостной женщиной, она могла бы оказать плохое влияние на мисс Мелиду. Шокированная тем, что он только что сказал, Роуз спрашивает его о причине, напоминая ему, что когда она впервые встретила его, он был очень добр к ней. Тогда Прота объясняет ей, что его ученицы и те, кто его преподает, находятся под пристальным вниманием общественности, поэтому они явно должны вести себя осторожно. Из-за этого Роуз предупреждает его, что его ученик сразится с мисс Мелидой на турнире на следующей неделе. Дни шли, и наконец настал день турнира, и мы видим Мелиду и Аль Прота в Большом Колизее. Тем не менее, она очень нервничает, так как от этого турнира зависит демонстрация их потенциала. Внезапно Мелида видит карету своего отца, который присутствовал на соревнованиях, но заканчивает тем, что проезжает мимо нее, делая вид, что ее не существует. Позже в зале ожидания Мелида обнаруживает, что не уверена в себе и очень нервничает перед соревнованиями. Следовательно, Прота обеспокоен тем, что она не сможет участвовать в соревнованиях. Он не может полностью раскрыть свой потенциал из-за своего настроения. После этого Нерва снова подходит к Мелиде, чтобы подразнить ее, так как она узнала, что ее подобрала команда одноклассницы по имени Юфи. Добавь, что ему жаль свою семью, поскольку у них такой слабый и некомпетентный член, как она. Он расстроен тем, что Мелида учится в их академии, потому что считает, что она этого не заслуживает. В этот момент вмешивается Прота и очень вежливо спрашивает Нерву, может ли он попросить ее о чем-то, на что она явно согласна. Тогда Прота меняет свою улыбку на выражение полного безразличия и говорит ей, что из-за ее болтовни страдают ее уши, поэтому она просит его заткнуться, рот назвал ее орангутангом. Услышав это, Нерва оскорбляет его и ставит под сомнение его способности как репетитора, поскольку он думает, что она читает ему сказки только для того, чтобы получать свою зарплату. Перед лицом этого вмешивается Мелида и отводит руку, которой Нерва явно указывает на Прота. Затем она защищает его, говоря, что он лучший наставник из существующих, и что он докажет это, победив ее на арене. Там мы понимаем, что они из тех людей, которые собираются вместе, чтобы защищать других. Позже на трибунах все присутствующие впечатлены присутствием Фергюса и Мадрека. Увидев их, Прота подозревает, что они там, чтобы следить за ними. И в зависимости от того, чем закончится битва из Мелиды, они могли бы удалить их позже. Турнир состоит из того, что две команды должны встретиться лицом к лицу и вторгнуться на вражескую территорию, чтобы забрать пламя у противника. И тот, кому удастся забрать его первым, выигрывает матч.
Тогда мы видим, что первой командой, которая встретится лицом к лицу, является команда Мелиды, однако из-за слухов, циркулирующих в школе о ней, ее соперники не смогли победить. Коллеги говорят ей, чтобы она не беспокоилась и что ей ничего не нужно делать, так как они обо всем позаботятся. Впоследствии их первая битва против команды Нервы, увидев, что Мелида направляется прямо к ней. Нерва наполняется гневом и предупреждает его, что если она так сильно хочет выделиться, то она приложит все силы, чтобы победить ее. Но ударив своим скипетром о меч Мелиды, Нерва теряет самообладание, и ее отбрасывает назад ударом. Затем Нерва недооценивает силу Мелиды, уверяя, что она всего лишь новичок, который только что получил новую игрушку, поэтому ей с ней не сравнится. Но Мелида снова сбивает Нерву с ног, что наполняет ее яростью и побуждает использовать свою самую мощную атаку против нее Мисс. Когда Нерва подумала, что загнала Мелиду в угол, она встает и доказывает ему, что это не вся ее сила. Поэтому она использует свою особую силу, что она скопировала Прота. И увидев это, он остается впечатленным, потому что он не учил ее этой технике и делает вывод, что она изучила ее самостоятельно, что действительно впечатляет. Эта атака сбивает Нерву с ног, но ее противники бросаются на Мелиду, чтобы защитить пламя своего лагеря. Тем не менее, команда Мелиды наносит ответный удар, освобождая Синьорите путь к финишу. После победы Прота празднует с Синьоритой, однако подходит отец Мелиды и предлагает ему, прежде чем продолжить празднование. Он должен проверить свои навыки против других колледжей, чтобы проявить себя. Позже команда Мелиды выйдет в финал и встретится с группой ее кузины Элис. Ко всеобщему удивлению, ИГИЛ побеждает их всех всего за 13 секунд, тем самым демонстрируя истинную силу Паладина. Во время смены сцены Мелида сообщает Проте, что в выходные состоится фестиваль под названием «Ночной круг», который проводится, чтобы пожелать мира всему миру. Из-за этого ему любопытно узнать, нравятся ли ему фестивали, на что он отвечает, что не знает, как сказать. Следовательно, она осуждает его, потому что думает, что несправедливо, что он знает ее тело изнутри, а также снаружи, в то время как она тоже не знает о нем. В этот момент она показывает ему, что у нее нет большого опыта в фестивалях, поскольку она родом из страны Вечной Ночи. Столкнувшись с этим заявлением, она спрашивает, относится ли она к низшим социальным слоям, однако он разъясняет ей, что ее ситуация выходит далеко за рамки этого. Он добавляет, что в этом месте им не только живется, но и просто удается выжить. Затем Прота замечает, что у Мелиды в руках платье, и она умоляет его, чтобы в этом наряде, который наденут девушки из ее академии, она надела его на открытие парада. По этой причине Прота предлагает ей примерить платье, чтобы посмотреть, как оно ей подходит, но она отказывается, утверждая, что не хочет испортить платье. В конце концов, она так долго ждала этого дня, когда она явно поделится со своей кузиной Элизой на показе мод. Потом Мелида приглашает Прота потанцевать с ней у костра большого фестиваля. Однако объясняет, что это невозможно, так как он должен отправиться в район Святого Монарха. Он все еще обещает вернуться в последний день фестиваля, поэтому предлагает Мелиде, что очевидно, если она сочтет для себя честью потанцевать с ним в тот день. На что она отвечает ему: «Мальчик, он все еще обещает вернуться в последний день фестиваля, поэтому он предлагает Мелиде, что очевидно, если она сочтет за честь потанцевать с ним в тот день, что утвердительно гарантируя, что у нее будет свободная рука, чтобы потанцевать с ним». Потом мы видим, как Элли хвалит его няня, миссис Отелло. Она говорит Элизе, что ее родители тоже очень довольны ее выступлением на конкурсе. Несмотря на это, мадам Отелло заявляет ей, что она очень спешила закончить бой, и утверждает, что если бы Мелиду поставили на колени перед публикой, было бы более очевидно, кто она. Настоящая наследница семьи Энджел. В этот момент горничная объявляют ему, что пришло платье для академии. Однако няня возражает, говоря, что это слишком простое платье для юной леди. Поэтому попросите горничную модифицировать платье, чтобы подчеркнуть, что ее юная леди не в восторге от этого. Она не такая, как другие девушки. Позже Мелида встречается со своими подругами на фестивале, и по прибытии туда ее двоюродная сестра Элиза подвергается критике со стороны других одноклассниц. Она думает, что это очень эгоистично с ее стороны надевать другое платье, поскольку эти платья передавались из поколения в поколение девушками, бывшие студентки академии. Услышав всю эту критику, Элли срывается с места. Мелида немедленно идет за ней, понимая, что ее кузина не будет настолько эгоистичной, чтобы носить такое платье без уважительной причины. Добравшись до фонтана, где находится ее кузина, на них нападает беловолосый мужчина с повязками. Впоследствии их похищают, и Мелида пытается использовать свою ману, но понимает, что у нее повязка на предплечье, которая явно мешает ей использовать свою силу. Поэтому Мелида спрашивает человека, почему ликантроп находится в мире людей.
Он объясняет, что это человек, который переродился в искусственного ликантропа, когда ему имплантировали ночной общий фактор. Этот эксперимент был проведен с целью иметь возможность противостоять пользователям маны. Кроме того, он добавляет, что принадлежит к организации, известной как «Зеленая рыба». Услышав это, Мелида спрашивает его, почему ее похитили, и он объясняет, что в день турнира она очень эффектно использовала свою силу, что привлекло его внимание и привело к его похищению. В этот момент какие-то ликантропы заманивают вашу кузину Элизу, которая без сознания. Мелида пытается подойти к ней, но ее прерывает мужчина. Мужчина предлагает Мелиде, что она явно мутирует в свой класс паладинов, перенося способности своей кузины в ее тело. Однако предупреждает ее, что этот процесс может оставить ее искалеченной или даже привести к смерти, если что-то пойдет не так. Столкнувшись с этой ситуацией, Мелида пытается сбежать, но ее останавливает мужчина, который сообщает ей, что музей окружен гильдией убийц. Вскоре после этого ее двоюродная сестра Элита просыпается и, увидев ликантропов, дрожит от страха. С детства она всегда их боялась. И в этот момент Мелия подходит к витрине с костями динозавров и начинает бить по одной из лап. Беловолосый мальчик предполагает, что Мелида делает это, чтобы привлечь внимание. Однако мы понимаем, что ее настоящая цель — сбить фигуру так, чтобы она упала о монстрах, позволивших ей так сбежать со своей кузиной. Потом они достигают карты этого места, и Мелида сообщает своей кузине, что они должны добраться до выхода. Кроме того, поскольку их мана заблокирована, им нужно как минимум оружие божественного уровня. В этот момент Мелида замечает, что в гардеробе ее кузины есть аксессуары божественного уровня, и там она объясняет Элите, что Эль-Прата научил ее рассматривать все варианты, предлагаемые ее окружением, делая все возможное, чтобы выжить, даже если это означает разорвать на части мир. Вот так импровизируй факел с одеждой Лис, но как раз в этот момент прибывают ликантропы, чтобы напасть на нее, поэтому Мелида падает на землю. Несмотря на это, не теряет времени даром и зажигает факел своей маной, вводя его в пасть монстру, и это приводит к тому, что девушка падает на землю. Существо загорается в огне. Увидев это, существо ночи отпускает свою кузину и пытается прикрыть рот, чтобы защититься, но Мелида быстро и решительно подносит свой факел к глазам существа, в результате чего оно тоже загорается. Они обе бросаются в фургон к выходу, но им мешает беловолосый парень, заявляющий, что он не может позволить им сбежать. Затем он расспрашивает Мелиду, поскольку он предложил ей шанс стать паладином, так что она противостоит ему со своей силой. Он берет факел и заявляет ей, что ей не нужно это предложение, и заверяет, что у нее такой же респектабельный вид, как и у ее учителя, что для нее более чем достаточно. Мальчик останавливает свою атаку, показывая, что его класс не идет ни в какое сравнение с его классом, и явно отбрасывает ее в сторону. Его кузина Элис пытается помочь Мелиде, но ее также бьют, и они обе падают на землю. Оказавшись на земле, Мелида ударяет короной Элизы о землю, пытаясь использовать свою ману. Именно тогда мы понимаем, что она полна решимости сражаться до последнего вздоха. Мальчик пытается приблизиться, но и он, и Мелида используют силу паладина, чтобы защитить себя. В этот момент мальчик понимает, что должен уничтожить их обеих, иначе они будут представлять угрозу в будущем. Как раз в тот момент, когда она собирается покончить с ней, прибывает подмога от Рассетти и Эль-Прата. Немедленно лидер приказывает своим товарищам противостоять им. При этом они терпят поражение от Эль-Прата, который поддерживает Рассетти, чтобы он мог использовать свои особые способности. Эта способность заключается в создании крыльев из его маны, что позволяет ему парить в воздухе. Оттуда он наносит множественные атаки маной, побеждая всех ликантропов. Тем временем беловолосый мальчик пытается убежать, но его загоняет в угол Прата. Затем мальчик показывает, что поскольку он оставил работу наполовину, его послала его гильдия, чтобы убить Мелиду, подтверждая тем самым, что он был послан мистером Мандрю. Впоследствии мальчик достает из своего чемодана кусок мяса, в который он вводит таинственное вещество. Делая это, масса превращается в созданную человеком химеру, существо, способное уничтожить все, что стоит на его пути. В этом случае Прата атакует мальчика своей особой атакой и на мгновение оглушает его. Однако в этот момент существо атакует его, что заставляет его ослабить бдительность. Враг использует свой шанс, чтобы запечатать свою ману, и ему удается отрубить руку Проту, а затем Кафу встает, готовый защитить мисс Мелиду. Он заявляет, что отдал бы свою жизнь за нее, так как считает, что она станет следующим лидером человечества. Пока он говорит, поглощен химерой. Это заставляет мальчика ослабить бдительность, но Прата использует это отвлечение, чтобы уничтожить существо. В этот момент нам становится ясно, что Прата наполовину вампир, один из видов ликантропов. Затем он кладет руку на место и направляется к мальчику.
Этот спрашивает его, что там делает одно из самых могущественных ночных существ в мире, и Прота напоминает ему, что он тоже наполовину человек. Он, наконец, говорит ему, что не убьет его, так как узнал, что Мелида принадлежит к классу паладинов. Это подтверждает, что она потомок герцога-рыцаря. Прота решает освободить ее, чтобы она могла пойти к своему боссу и четко рассказать ему о том, что произошло. Мальчик предупреждает ее, что если они не уничтожат Мелиду, он тоже в конечном итоге женится на ней. Однако с уверенностью Эль Прота признается ему, что если она придет за ним, он с радостью предложит ей свою шею. Позже Эль Прота и Мелида встречаются на балконе, готовые танцевать, и в этот момент Мелида признается ему, что хочет остаться рядом с ним навсегда. Хотя сейчас она девушка, просит его подождать ее, так как они станут для него достойной дамой. То, что сказала Мелида, заставляет Прота думать, что она желает большей власти, и он отвечает ей, что поднимет ее намного выше, а пока она, может быть, позвони своей подопечной. Во время смены сцены нам показывают воспоминания Лис, где она бродит по лесу в поисках своей матери. Когда она идет сквозь туман, волк пытается напасть на нее. Неподвижная, Элиза ждет, что ее ударит. Внезапно ее спасает Мелида, которая бьет зверя веткой. Как только они окажутся в безопасности, они направляются в безопасное место, но Элиза обескуражена и напугана настолько, что может идти самостоятельно. Осознав это, Мелида предлагает ему повзрослеть, так как в будущем ему придется столкнуться с худшими ситуациями. Однако Лис говорит ему, что в этом случае она останется его младшей сестрой до конца своей жизни и таким образом будет в полной безопасности. Вслед за этим Мелида и ее двоюродная сестра Элис отправляются на занятия. Они очень близки, потому что на этой неделе они будут вместе посещать занятия. Поэтому Роуз замечает Проте, что когда они ведут себя таким образом, это выглядит так, как будто они действительно сестры. В этот момент она вырывается из его хватки и предупреждает его, что они не друзья, так как принадлежат к разным ветвям семьи и, следовательно, являются соперниками. Так что если они действительно сестры, они не могут быть друзьями. Они должны сохранять внешний вид перед своими клиентами. Услышав это, Роуз говорит ему, что это не имеет значения, потому что его дамы хорошо ладят, поэтому они должны делать то же самое. Он дает ей понять, что несмотря на то, что она так думает, не все так думают. Затем он указывает на миссис Отелло, которая насильно добавила его имя в список посетителей и, похоже, не очень довольна ситуацией. Позже девушки из академии собираются в большом зале Хрустального замка, и директор объясняет им, что в течение недели они будут интернированы там без каких-либо контактов с внешним миром. В эти дни будут испытаны результаты, которые, несомненно, определят победительниц отборочного турнира Мун Люмьер, который проводится совместно с другой женской академией. Кроме того, в каждой академии будет по 2 курсанта, которые явно будут представлять их и сразятся с противником, чтобы завоевать титул Мун Люмьер. Среди девушек явно ходят слухи, что в этом году фаворитами на получение титула Мун Гадас являются выпускницы. Впоследствии девушки из Австрийской академии появляются в замке, но их останавливают стражи ворот, которые просят ее представить титул богини Луны. Доказательство того, что их приняли в это место. Затем одна из девушек представляется как Кира, принцесса королевства Австрии и ее сокурсницы по академии, так что их явно принимают. Как только 2 группы объединятся, пришло время показать курсантов, которые будут представлять академию. Внезапно выясняется, что избранницами этого года являются Мелида и Лиза Энджел. Эта новость удивила премиальных, однако они должны сделать шаг вперед, чтобы получить инструкции к турниру. Затем директор объясняет, что у каждой участницы будет значок в виде цветка, и они смогут выбрать 2 других девушек-компаньонок, которые явно поддержат ее на турнире. Первая, кто выберет своих союзниц, смущена, но не знает, что делать. Тем не менее, в этот момент Нерва, одна из девушек, которая была фавориткой турнира, предлагает себя в качестве своих партнерш. Как только ее партнерши выбраны, директор объясняет, что турнир состоит в том, чтобы собрать как можно больше хрустальных эмблем. И в конце недели участница, у которой есть все, что нужно, получит. Больше была победительницей. Из-за этой ситуации среди одноклассников Мелиды ходят слухи, что она поменяла очки, чтобы сразиться со своей кузиной на турнире. Позже Мелида предстает перед Протой и уверяет, что она не несет ответственности за этот результат. Без сомнения, он ей доверяет и говорит, что она на его стороне, что бы ни случилось. Сразу же Мелия и ее напарница обнаруживают, что тренируются, чтобы противостоять другим участницам.
Затем мы видим, как Нерва говорит Проте, чтобы он сделал свое оружие легче, так как он думает, что если я причиню Мелиде боль, у них будут проблемы позже. Однако он говорит ей, что это снизит тренировочное давление, поэтому она должна продолжать в том же духе. В этот момент другая его партнерша по имени Шонфа – это Витоки. Она просит Прота хотя бы дать ей немного отдохнуть, но тот отвечает, что это невозможно, так что она упоминает ему, что он просит об этом больше всего на свете для нее и что ей нужен перерыв. Благодаря твоей напарнице Мелиде ты можешь немного отдохнуть от тяжелых тренировок Прота. Позже, когда Мелида отдыхает за деревом, к ней подходит черноволосая девушка. С любопытством спрашивает, не является ли она знаменитым некомпетентным талантом Академии Фридесведе, добавляя, что она известна во всем городе. Затем она упоминает ему, что очень редко выбирают в кадеты двух отпрысков из разных ветвей семьи ангелов. Все это похоже на попытку публично доказать, что она происходит из дома герцога. Поэтому она должна выйти победительницей, как ее кузина Элиза. Девочка добавляет, что если Мелида хочет чего-то добиться, она должна доказать свою силу. Она уверяет, что будет ждать, чтобы посмотреть, на что она способна, и что у нее есть вся ее поддержка. В этот момент на место прибывает Прота, и девушка исчезает. Тогда Мелида говорит девушке, что она была из Австрийской академии, но не назвала ей своего имени. Позже Прота встречает миссис Отелло посреди двора и указывает, что она явно поджигает масло, чтобы уничтожить улики. Поэтому миссис говорит ему, что не знает, о чем говорит. Прота вынимает кусок стекла из ее платья, добавляя, что для человека ее положение это очень неосторожно. Внезапно она сама выдает себя, говоря, что сменила это платье прошлой ночью, тем самым доказывая, что она несет ответственность за то, что кузены столкнулись с ней. Затем он явно заявляет ей, что этот кристалл принес он, и он заставил ее поверить в это только для того, чтобы открыть ей правду перед дамами. Услышав это, миссис Отелло говорит Элизе, что сделала это ради нее, истощая ее терпение. И ему неприятно видеть, что она подруга таланта некомпетентной. Он хочет доказать, что его мисс так-то должна быть главой семьи. Из-за этого Мелида предлагает ему, чтобы если ему удастся победить Эллу на турнире, он позволил ей заключить союз с Элизой. Позже Прота вызывает кто-то из ее гильдии по имени Блэкм. Он общается с помощью букв, которые при сжигании превращаются в огненные буквы. Затем Black Media сообщает ему, что в белые ночи они подозревают, что его отчет был неполным, поэтому они ставят под сомнение его лояльность. Следовательно, Прота защищается, говоря, что в его отчете рассказывается о событиях в том виде, в каком они произошли. За этот поступок они просят у него крови Мелиды, так как им кажется подозрительным, что его способности пробудились, когда он прибыл. Прота извиняется, говоря, что он не может этого сделать, так как теперь он является частью семьи ангелов, и, следовательно, его миссия защитить мисс Мелиду. Тем не менее, Блэк предупреждает его, что если он этого не сделает, ему придется самому пойти за своей кровью. Это приводит к тому, что они вступают в битву, чтобы защитить Мелиду. В разгар битвы Роуз пытается вмешаться, поэтому ей не удается победить Блэка, поскольку тот атакует ее различными приемами, которые явно сбивают ее с толку. В этот момент Прота объясняет ей, что существует 7 типов маны: фехтовальщик, гладиатор, самурай, горничная и так далее и т.д. Наводчик, маг и священнослужитель. Мальчик обладает типом маны, называемым клоун, уникальным навыком, который позволяет ему контролировать и имитировать все типы маны. Впоследствии Блэк решает сбежать, прежде чем его поймают ректоры Академии, и предупреждает их, что он всегда будет в тени. После этого мы видим, как Элли направляется в комнату Мелиды. Она упоминает ему, что позволит себе выиграть турнир, чтобы они обе могли заключить союз, однако уточняет, что делает это не для Мелиды, а для себя, поскольку Элита хочет быть ее младшей сестрой до конца своей жизни, жить и всегда быть рядом с ней. Позже Эль, Прота и Рос встречаются с директрисой, чтобы попросить ее приостановить турнир. Они объясняют, что человек, с которым они столкнулись, это знаменитые черные СМИ, убийца, известный в округе Святого Монарха. Она профессионал по проникновению и может выдавать себя за любую из учениц, поэтому продолжать турнир опасно. Несмотря на то, что она все это знает, директриса решила, что турнир будет проходить на регулярной основе, и она не изменит своего мнения по этому поводу. После этого мы видим, что девушки встречаются в столовой, но Мелида и Элиза находятся далеко друг от друга. Увидев эту розу, спрашивает Али, не произошло ли что-нибудь между ними двумя. В этот момент миссис Отелло прерывает и заявляет, что очевидно, что Лис не хочет быть с некомпетентным талантом, который уступает ей. Она добавляет, что весь этот зал придерживается того же мнения, тем самым выставляя Мелиду на посмешище перед всеми ее спутницами. Во время этих слухов Нервас садится рядом с Мелидой и говорит ей, что если ее беспокоят эти комментарии, она
должна что-то сказать. Затем приходит Чифа и упоминает ей, что по его мнению ее команда будет хорошо сражаться в битве. И таким образом проходят дни, пока девушки тренируются перед битвой и проходят специальные занятия. Таким образом они прибывают за день до турнира. После этого Прата встречается с Мелидой в ее комнате и спрашивает, не случилось ли что-нибудь с Элизой. Затем она упоминает ему, что в первую ночь турнира Мелида была в ее комнате. Находясь в замке Кристалл, Элиза пошла в свою комнату и сказала ему, что позволит себе выиграть в финальном турнире, чтобы они обе могли заключить союз. Это заставляет Мелиду усомниться в том, действительно ли она должна быть в таком положении. Однако Прата говорит ей, что она не должна сравнивать свое положение ни с кем. А это должна быть мисс Лис, которая явно должна объясниться, поскольку с ее стороны очень эгоистично предполагать, что Мелида ей нравится. Он понимает, когда он практически ничего не сказал. Поэтому Прата советует тебе поговорить с ней в день турнира. Он предлагает тебе попросить ее объяснить, что она имела в виду в тот день и каковы ее истинные чувства. Затем все собираются в Хрустальном замке, чтобы дать старт турниру, где они явно встретятся лицом к лицу с избранными. В этот момент мы видим, что Прата и Роуз насторожены при любом подозрительном движении, поскольку они не знают, проникал ли Блэк в какую-либо из учениц. Поэтому Прата велит Роуз следить за девушками, а сам проведет обход снаружи, чтобы посмотреть, если ему удастся поймать Блэка. Позже мы видим, что Прата встречает черноволосую девушку, которая разговаривала с Мелидой на дереве. Поскольку она была на крыше, Прата подозревает, что она может быть черной, поэтому он явно нападает на нее. Оказавшись на земле, девушка пытается флиртовать с Протой и просит его отпустить это неудобство только на этот раз. Однако Прата вытаскивает свой меч, чтобы атаковать ее, и требует, чтобы он прекратил действовать и раскрыл свою истинную личность. В этот момент девушка по имени Мул Эль Аморе наносит ответный удар, и выясняется, что у нее есть особая способность дьяволов, которая явно поглощает ману. Тут он понимает, что она не Блэк, поскольку эта способность может только имитировать способности, уступающие его, поэтому он извиняется и иди своей дорогой. Во время смены сцены мы видим, как Лис и Мелида вступают в драку, но он не говорит ей ни слова. Пока они дерутся, Мелида просит Лис, чтобы если у нее есть что сказать ему, она сказала это сейчас. Это приводит к тому, что она признается ему, что считает Мелиду слабой. Вот почему она не хотела с ней ссориться. Затем она рассказывает ему, что ее мечтой всегда было быть его младшей сестрой, и именно поэтому она не хотела противостоять ей все это время. Она объясняет, что если они будут драться, все поймут, что она сильнее, и это разрушит ее мечту. Единственное, чего хочет Элиза, это быть позади человека, который сияет и не привлекает к себе внимания. В этот момент Элиза собирает всю свою ману, чтобы начать свою последнюю атаку. Однако Мелида ломает ее защиту и предупреждает его, чтобы он не недооценивал ее, что она сильнее и что ей не нужно об этом беспокоиться. Она гарантирует, что если Элиза станет сильнее, она всегда будет на шаг впереди. После этого противостояния две кузины обнимаются и устраняют недоразумение. Сразу после этого мы видим, как Нерва начинает атаку в их сторону и ставит под сомнение тот факт, что Мелида использует свою самурайскую ману. В тот момент, когда она раскрывает свою истинную форму, мы узнаем, что это за Блэк. Когда стражи ворот пытаются остановить ее, она легко побеждает ее. Как раз в этот момент на место прибывают Прата и Рот и наносят сильный удар Блэку, который на прощание выходит во двор замка. Оказавшись снаружи, Прата вручает Блэку письмо, в котором есть объяснение того, что происходит в доме в Лос-Анджелесе, и он просит ее передать это своему отцу, так как знает, что если она вернется ни с чем, то будет наказана. Наконец-то из-за событий, произошедших на турнире, принцесса Ка получила титул Луна Люмьер. Ниже мы наблюдаем, как Самуэль беседует с сокурсницей из своей академии. Она рассказывает ему, что в ее сумочке лежит анализатор маны, который она использовала для сбора информации от всех студенток академии, включая Мелиду Энджел. Поэтому ей не терпится узнать, какие данные это покажет. Позже мы обнаружим, что Прата сидит в своей комнате, поглощенной чтением, когда прибывает Рассетти, чтобы поделиться захватывающей историей, которая распространяется по академическим кругам. Во время смены сцены мы видим Мелиду и Алису, идущих по саду в дальнем конце, освещенных лампой. Вы различаете фигуры Сала и Мула. Они сигнализируют вам, что путь свободен, так что вы можете продолжить свой путь. Сразу после этого вы направляетесь в подземный туннель, а на другой стороне находится секретная библиотека, недоступная для надзирателей. В этом месте мы узнали, что проводится дополнительная официальная вечеринка по случаю финала турнира. Эта встреча организована девушками из Академии Фритцвит, которые также пригласили девушек из Остриж.
После этого ученицы обеих школ наслаждаются вкусной выпечкой и напитками, взволнованные возможностью принять участие в этой подпольной вечеринке. Впоследствии чемпионка подходит к Мелиде и говорит ей, что на турнире она не раскрыла весь свой потенциал, поэтому надеется встретиться с ней в следующем году и подтвердить свою победу бесспорно. В этот момент вмешивается Мула и напоминает ему, что до следующего года еще много времени, так что Мелида, возможно, опередит ее за это время. Поэтому ему нужно будет приложить все усилия, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Затем Мул спрашивает Мелиду, есть ли у нее какие-нибудь парни, с которыми ее связывают особые узы, и она отвечает, что такого человека в ее жизни нет. Затем Мелида возвращает вопрос Мулу, который отвечает, что находится в той же ситуации, что и она. В конце концов, все обращают свое внимание на Салаху, чтобы узнать его ответ. Однако она признается, что стесняется людей, поэтому не могла представить, что у нее такие отношения с кем-то. Элли сразу обижается, потому что ее не спросили, есть ли у нее кто-то особенный в ее жизни. Тем не менее, девочки в глубине души знают, что она полна мыслей о Мелиде, поэтому она решает переключиться на другую тему и рассказывать страшные истории. В этот момент Мелида прерывает ее, чтобы указать, что Лис не очень хорошо справляется со страхом. Тут же Мул говорит ей, что история, которую она должна им рассказать, страшная, но в то же время это история любви. Она известна в районе Небесного зеркала, потому что давным-давно пара переехала в город, спасаясь бегством из страны Вечной Ночи, чтобы начать все сначала с Фландрией. Несмотря на это, местные жители относились к ним с предубеждением, а муж, разочарованный тем, что не смог устроиться на работу, начал плохо относиться к своей жене. Тем не менее, она все переносила с самоотверженной преданностью. Но однажды муж сошел с ума и ножом вырезал сердце своей жены. Успокоившись, понял, что то, что он сделал, было очень-очень неправильно, и убежал с ее сердцем в руке. Но во время бега он споткнулся и уронил сердце своей жены. Когда он упал на землю, сердце заговорило с ним, и он наконец понял, как сильно он любит свою жену, и что он совершил совершенно непоправимый поступок. После чего он решил броситься в море, чтобы воссоединиться со своей женой в загробной жизни. Однако, как только мужчина забрал свое сердце с собой, труп его жены начал злобно шевелиться, и каждую ночь он отправляется на поиски своего потерянного сердца, нападая на красивых молодых женщин, чтобы убить их, вырвать у них сердца. Внезапно свет в помещении гаснет, и посреди комнаты появляется женщина, одетая в черное. И вы понимаете, что ее ноги не касаются пола. Из-за этого все девушки выбегают из этого места и попадают в подземный туннель, где они сталкиваются с падающей на них розовой слизью, снова спасаясь бегством. В отчаянии, в конечном итоге промокшие от воды и загнанные в угол. Та самая женщина, которая явно перехватила их в комнате, поэтому они начинают отчаянно бежать во двор Академии за помощью. Затем они встречают Прота, который говорит им, что у них проблемы и что кто-то забрал их сердце. Увидев это, девушки кричат в ужасе от того, что происходит. Позже мы узнаем, что все это было спланировано Розитой и Эльпротой, чтобы преподать им урок, но девочки очень напуганы. Поэтому в ту ночь они все спят вместе, пока Эльпрота читает им сказку на ночь. Во время смены сцены нам показывают картину горящего особняка, где беловолосый мальчик держит в загоне молодую Розетти. В то время как мы наблюдаем, как лидер гильдии убийц Белой Ночи судит его за то, что он зашел так далеко. Потом мы понимаем, что все это сон Мелиды. Прота указывает на нее своим мечом, как будто собирается убить ее, но она реагирует спокойно. Она упоминает ему, что ей не нравится, когда он будет ее в таком виде, однако он отвечает ей, что это часть его тренировки. Впоследствии он сообщает ей, что учебная поездка в академию начнется в тот же день, и следит за тем, чтобы она хорошо упаковала свои вещи. Позже они обнаруживают, что идут в школу, и она упрекает его в том, что он не принимает во внимание чувства девушки. Его раздражает, что он каждый день будет ее в таком виде и не позволяет ей привести себя в порядок или одеться. Тогда Прота утверждает, что убийца не собирается ждать, пока она приготовится к нападению на нее, или что она явно выглядит презентабельно, потому что убийца всегда собирается напасть на нее в данный момент. Затем лидер гильдии подходит к Проту, вручает ему флакон и говорит, что это явно доза, поэтому он должен хорошо подумать, как вы собираетесь ее использовать. Позже мы увидим, как он приближается к Розетти, и поймем, что никто не заметил этого короткого взаимодействия. В тот момент она просит Прота жениться на ней, в то время как Мелида шокирована этой ситуацией. Затем Роуз объясняет ей, что ее отец хочет на ней жениться, и поэтому она придумала предлог, что у нее были с ним отношения. Из-за этого у Эльпрота нет другого выбора,
выбора, кроме как притвориться его парнем. В то время как Розетти пользуется случаем, чтобы липнуть к нему как жвачка и называть его ласковыми прозвищами. Став свидетелем всей этой ситуации, Мелида очень ревнует и держит Прота за руку, готовая драться за него. В этот момент их прерывает миссис Стретч из совета директоров, которая критикует Мелиду за ее непристойное поведение и за то, что она привела в дом слугу брачного возраста. Академия. Тут же рядом с ними останавливается карета, из нее выходит отец Розетты, маркиз Блоссом. Он там, потому что он будет проводником девушек в поездке в Шангарту, к тому же он признан в обществе авторитетом в области генной инженерии. Впоследствии Блоссом говорит Роуз, что в этом городе у них уже все готово для их свадебной церемонии, поэтому они воспользовались этим моментом «поезжайте с Академией», чтобы она могла выйти замуж в этом родном городе, который, безусловно, является ее родным городом. Она сразу же дает ему понять, что не собирается выходить замуж, поэтому просит его не игнорировать ее чувства, поскольку она сказала ему, что поддерживает отношения с Эль Прота. Увидев, что Блоссом сбит с толку, поскольку Прота очень похож на человека, который давно умер, он рассказывает нам, что 7 лет назад произошла серия ужасных убийств. И виновником считался 12-летний мальчик. Лицо Прота очень похоже на лицо этого мальчика, что он убийца. После этого директор Академии приглашает тебя пройти в гостиную, чтобы провести информативный урок о школьной поездке. Однако Кафур сообщает Мелиде, что он чувствует себя нездоровым, и ему нужно отдохнуть в это время. Услышав это, она спрашивает его, не чувствует ли он себя плохо из-за того, что о нем прокомментировали леди-актриса и Блоссом. Тогда она заверяет, что до тех пор, пока она признает и ценит его, он сможет поверить в его ценность. Позже все студентки Академии соберутся в ожидании брифинга о поездке. Однако из-за поведения Проты Мелида беспокоится, что ее что-то беспокоит, поэтому она покидает зал в поисках. По пути она сталкивается с Black Media, в которую внедрилась и теперь известна как профессор Лаква. В этот момент голос в ее голове громко кричит ей, чтобы она держалась от нее подальше. Перед этим Блэк спрашивает ее, хорошо ли она себя чувствует, затем Мелида спрашивает, слышит ли она тоже голос, но она отвечает, что ничего не слышит. В этот момент они слышат крик девушки. Когда они прибывают на место происшествия, они находят девушку без сознания рядом с директором и мистером Блоссомом. Затем маркетолог демонстрирует свое последнее изобретение, состоящее из жидкости, которая при соприкосновении с огнем раскрывает происхождение маны людей, которые были в комнате. Сцена. Доказывая, что из-за синего цвета огня речь идет о человеке, который находится в подростковом возрасте, это заставляет их с большим подозрением относиться к Проте. Поэтому он извиняется, говоря, что на тот момент у него нет доказательств, подтверждающих его невиновность. Позже они отправляются в город Люстр, направляясь в Шангарту, подземный город, принадлежащий семье Роуз. Прибыв в город, Эль Маркель объясняет ему, что растительность, присутствующая в этом месте, является результатом его экспериментов. Внезапно появляется жених Роуз, чтобы сообщить Блансону срочную новость. Позже все собираются в центре города. Там они сталкиваются со случаем болезни, которая поражает только Шанхарту, когда пораженный человек теряет контроль над своим телом и превращается в монстра с единственным желанием убивать, поэтому его отправляют отдыхать, как это называет маркиз Блоссом. Тем не менее, директор прерывает его и указывает, что публичная казнь является серьезным преступлением, поэтому он должен четко дать объяснение. Под предлогом того, что это заразная болезнь, они решают оставить эту тему в стороне. Позже мы заметили, что Прота и Роуз находятся в часовне, управляемой Блоссом, где живут городские дети-сироты. Там мы узнаем, что Роуз не его биологическая дочь, и что она была усыновлена после потери родителей, однако у нее нет никаких воспоминаний о своем детстве. Детство, которое напомнит ему, как он туда попал. После этого Эль Прота направляется в комнату Мелиды, где она ожидает, что он будет очень расстроен, поскольку он делал то, что хотел весь день. Поэтому предлагает ей пойти на свидание, чтобы исправить свои ошибки и чтобы она не злилась на него. Затем он показывает ему особое место, где мы можем увидеть известняковую пещеру. Кроме того, камни намагничены, что позволяет им плавать. Это делает пещеру отличным местом для тренировки равновесия. После некоторого времени, проведенного вместе, вы возвращаетесь в комнату Мелиды. Там она извиняется перед ним за то, что беспокоила его весь день, и, несмотря на это, признается ему, что чувствует себя странно, так как хочет быть единственным близким ему человеком и поэтому ведет себя таким образом. Впоследствии Мелида засыпает, и Прота признается, что она первая, кто испытывает к нему чувства, поэтому он не знает, что с этим делать. Когда он говорит ей об этом, он хватает ее за шею, и мы погружаемся в сон Мелиды. В нем она обнаруживает, что бросила
бродит по лесу и видит, что Мелида спит. Сквозь туман и на заднем плане слышен голос парня, который говорит ей, что хочет ее крови. Это заставляет ее проснуться и почувствовать неприятное ощущение во всем теле. Сразу после этого ваша кузина Лиз входит в вашу комнату, чтобы сообщить вам, что человек с синим огнем снова напал. Затем вы направляетесь на место происшествия. Там мы видим, как Маркис Блоссом плачет из-за детей, находящихся на его попечении, которые подверглись нападению. Директ сообщает, что если не считать укусов в шею, дети находятся без сознания только потому, что их энергия была поглощена так же, как и у ученицы, которая явно была в академии. Это заставляет Маркиса Блоссома обвинить Прота в том, что случилось с сиротами, и он отправляет людей из деревни на его поиски. Как раз в этот момент Элиза пытается что-то сказать Мелиде, но она упоминает, что чувствует себя не очень хорошо и что она предпочла бы какое-то время побыть одна. Позже, когда девушки из академии продолжат учебу, Мелида воспользуется возможностью уйти из группы. Однако ее перехватывает Блэк, который говорит ей, что не удивлен, что она отправляется на поиски Праты и предлагает помочь собрать информацию. Когда они гуляют по городу, Блэк спрашивает Мелиду, каков ее план. Она отвечает, что планирует расспросить о таинственных местах города. Город, услышав это, Блэк предлагает ему разработать план. Однако, прежде чем Блэк закончил говорить, Мелида уже подошла к нескольким местным жительницам и напрямую спросила ее о таинственных местах. Из-за этого девушки не воспринимают его всерьез и ругают ее за то, что она так небрежно подошла и спросила о таком деликатном предмете. Поэтому Блэк подходит к цветочному магазину и дает понять Мелиде, что он собирается показать ей, как это делается, прося ее не отставать от него во всем, что она говорит. Тогда начни вести себя как маленькая девочка и спроси Мелиду, как называются цветы, представленные на выставке. Услышав разговор хозяйки заведения, сообщает им, что это разновидность цветов, которые растут только в Шангарте. Затем хозяйка добавляет, что благодаря мистеру Блоссому они могут выращивать цветы только в Шангарте. Иметь такие цветы. Блэк пользуется случаем, чтобы упомянуть, что он изучает великие достижения Маркиса. Хозяйка сообщает ему, что в дополнение к исследованию новых культур, Маркис также изучал загадочные места. К сожалению, из-за этого пострадало много несовершеннолетних. Позже они проходят через пещеру, и Блэк упоминает, что самый простой способ получить информацию – это разговор. Затем Мелида рассказывает ему, что таинственными местами являются антигравитационная пещера, вихревой лес и кривой дом, который находится прямо напротив них. Далее она добавляет, что Блоссом категорически запретил приближаться к этому месту. Оказавшись внутри дома, Мелида замечает, что, похоже, в этом месте ничего нет, однако Блэк указывает ей, что дом, похоже, был построен таким образом специально. Именно для того, чтобы отпугнуть любопытных. Именно тогда, когда он искал какую-то секретную дверь, он обнаружил вход, ведущий к лестнице. В конце лестницы они натыкаются на несколько подземелий. Подойдя ближе, чтобы провести расследование, они обнаруживают, что в этом месте находятся граждане Чингарты, которые, похоже, были подопытными. Состояние, в котором находятся их тела, позволяет предположить, что они подверглись воздействию гена ночной жизни с попыткой превратить их в полуликантропов. Это показывает, что странная болезнь, от которой страдают жители Шангарты, является следствием экспериментов, которые они проводят с геном ночной жизни. Таким образом, девочка начинает с подозрением относиться к цветущему рынку, поскольку они считают, что болезнь – это всего лишь предлог, чтобы получить новые образцы для своих ожиданий. Как раз в этот момент Мелида слышит голос в своей голове, и у нее возникает предчувствие, что на другого гражданина напали. После чего следует это, она отправляется в деревню в поисках чего-нибудь новенького, и там обнаруживает, что ее кузина Элис без сознания, а рядом с ней лежит труп Рассетти. Маркиз Блоссом крепко держит ее на руках, оплакивая свою умершую дочь. В этом случае директор академии говорит Мелиде, что из-за ее отсутствия Элли отправился ее искать, а Рассетти пошел с ней. Однако, как видно на месте инцидента, все указывает на то, что Росс защищался от нападавшего, поэтому они приходят к выводу, что девушка была убита. Человек, который напал на них, не очень обычный человек. Значит, жених Роуз обвиняет Прота в том, что произошло, и подстрекает горожан преследовать его. Впоследствии Мори уносит Розетти и гарантирует, что пока его душа остается в этом теле, у него есть возможность оживить ее. Таким образом, он утверждает, что преодолеет барьер между жизнью и смертью, если это необходимо, чтобы оживить ее и вернуть к жизни. Позже Мелида уводит свою кузину Элизу в свою комнату, и Блэк комментирует ему, что не любой человек может одновременно победить Паладина и явно победить его. Маркизу-перевозчику, добавив, что немногие люди способны на такой подвиг. Мелида просит тебя явно оставить ее на мгновение в покое, так как ей нужно подумать о том, что происходит прямо сейчас. Тогда Блэк напоминает ей, что у них мало времени, и у них есть до тех пор, пока не пройдет гроза, чтобы уйти, иначе все закончится очень-очень плохо.
Через некоторое время шефа прерывает Мелиду, чтобы предупредить ее, что жители города идут за ней, и им явно нужно бежать, она уходит. Они узнали, что она ученица Прота, и думают, что если они возьмут ее в заложники, они смогут его поймать. В этой ситуации у Мелиды нет другого выбора, кроме как сбежать из этого места. Впоследствии она направляется в вихревой лес в поисках еще одной загадочной точки. Она понимает, что когда она добралась до города, мистер Блоссом пытался оттащить ее от скалы, где слышался плеск воды. Он решает разрушить ее и, конечно же, за скалой находит лестницу, ведущую в секретную библиотеку. В этом месте хранятся записи экспериментов Блоссома. В этих книгах Маркиз указывает, что ночной ген должен быть извлечен из существа ночи, а затем введен человеку, чтобы создать псевдоликантропа. Пока Мелида читала расследование, Розетти прибывает на место происшествия, кажется вне себя, с белыми волосами и окруженной полностью голубой аурой. Тогда Мелида понимает, что ответственной за все эти инциденты была Роуз, которая теперь пытается взять всю его кровь. Как раз когда он собирается напасть на Мелиду, появляется Прота в своей вампирской форме. Он пытается образумить Розетти, убеждая его все время помнить, что она жила как человек, чтобы подавить свою жажду крови. Услышав это, Роуз убегает с места происшествия, тем временем Прота предупреждает Мелиду, чтобы она не волновалась и не приближалась к ней. Однако она спрашивает его, что произойдет, если он это сделает. В ответ Прота набрасывается на нее и говорит, что сотрет с ним свои воспоминания, чтобы все вернулись к тому моменту, когда они явно встретились. Поскольку эта тема была отвергнута ею, поскольку никто не принял ее, как только они узнают, что это такое на самом деле. Однако она заверяет его, что ей все равно, как на нее смотрит остальной мир, она всегда будет на его стороне. Кроме того, все его вампирские качества кажутся ему очаровательными, он даже любит его так сильно, что не может не поцеловать. Прота сразу же поражен действиями мисс, она извиняется, утверждая, что именно он инициировал конфликт, повалив ее на землю. Затем она разъясняет ему, что он не такой, как она, и там она раскрывает ему, что он родился в стране вечной ночи и что он наполовину ликантроп, что делает его вашим естественным врагом. Затем мы погрузимся в воспоминания о Проте, в котором гигантский паук опустошает город Шангарта, пожирая и уничтожая все на своем пути. В конце улицы вы можете увидеть цветущий рынок рядом с розой, а также кафура, которые лежат на земле, казалось бы, совершенно безжизненные. В этот момент Блоссом обращается к монстру, и он признается, что прекратил проводить эксперименты из-за их ужасного характера, убежденный, что они не могут сработать. Однако монстр предупреждает его, что теперь эта деревня станет его экспериментальной площадкой для создания монстров. Поэтому Блоссом решает, что это не сработает. У них будет много подопытных. Внезапно Прота встает, и монстр обнаруживает, что он наполовину вампир, который проник в детский дом. Затем он вонзает свои клыки в шею Рассетти, передавая ему свое проклятие. Паук предупреждает его, что, сделав это, он только наполнит ее ненасытной жаждой крови, так что было бы предпочтительнее позволить ей умереть. Как раз в этот момент прибывает лидер организации «Белая ночь», чтобы сразиться с монстром, но паук загоняет их в угол. Когда паук собирается убить лидера ассасинов, Прота вмешивается сзади и ранит его в глаз. Воспользовавшись моментом слабости монстра, босс использует свои навыки наводчика и превращает монстра в пепел. Именно тогда мы понимаем, что он остался тяжело ранен, что наводит на мысль, что после этого он больше не сможет выходить на поле боя. Это потому, что во время его битвы с монстром-пауком он был ранен одной из его ног. Мы сразу замечаем, что Прота находится рядом с Рассетти, он умоляет босса позволить ей уйти, обещая, что заблокирует ее воспоминания, чтобы она не знала, каков он на самом деле и чтобы она могла избежать этого жажда крови. Тем не менее, босс объясняет ему, что это не гарантирует, что она не причинит вреда людям, поэтому очень опасно позволять ей уйти. Тогда Прота предлагает себя в качестве подчиненного и предлагает присмотреть за ней, чтобы убедиться, что она не причинит никакого вреда. Во время смены сцены Прота показывает Мелиде, что во Фландрии явно не потерпит такой половины человеческого существа, как он, признается ей, что он будет немедленно казнен, если будет обнаружено убийство. Правда, поэтому он явно просит Мелиду пообещать не разглашать ничего из того, что они когда-либо обсуждали. Она немедленно соглашается, но прежде чем она это сделает, он предупреждает ее, что если им не удастся сохранить секрет, он поглотит всю ее энергию. Но сейчас они сталкиваются с проблемой, поскольку кто-то пытается высвободить воспоминания Розетти. Услышав это, Мелида спрашивает его, является ли голос, который
который он слышит в своей голове голосом ликантропа. В тот момент мы узнаем, что чудовище по имени Науа, которое, кажется, пережило нападение вождя ассасинов, несет ответственность за резню, которая произошла 7 лет назад. Он также вступил в союз с Маркет Блассом, чтобы заручиться поддержкой. По этой причине они выбрали жениха для Розетти, надеясь увеличить число пользователей мана в городе. Когда она использует свою силу, раскрывается истинная природа проты, поэтому очень рискованно показывать свое лицо на публике. Тем не менее, есть способ остановить все, что произошло, но для этого ему нужна помощь Мелиды. Это, однако, может поставить под угрозу его жизнь. Несмотря на осознание этого риска, она признается ему, что ее жизнь всегда была связана с его жизнью и что она готова сделать все необходимое для выяснения фактов. Позже мы узнаем, что Розетти выздоровел и собирается жениться. Вот почему одноклассники Мелиды находят ее немного странной и подозревают, что это может быть из-за шока. В разгар этого Мелида срывает свадьбу и рассказывает Роуз, что дважды целовала Прота, доказывая, что ее узы с ним намного крепче, чем у нее. Это заставляет Россетти освободиться от промывания мозгов и противостоять Мелиде. Однако одна из его атак проходит мимо Роуз, чтобы поразить Маркет Блоссом. В результате его одежда загорается, а из его головы появляется маленький паук, который оказывается Нагуа. Наблюдая за этим, Мелида показывает всем в зале, что она явно ликантроп, она виновна во всех смертях в деревне. Это заставляет Нагуа защищаться и бежать с места происшествия. Следовательно, Розетти преследует его, стремясь отомстить за все, что он заставил его сделать, и за инцидент, который произошел 7 лет назад. По этой причине Нагуа наносит ответный удар и явно держит ее за шею, намереваясь использовать ее тело для экспериментов с пользователями маны. Сразу после этого прибывает Прота, чтобы спасти Роуз из лап монстра. А затем они вызывают пробуждение вампирской силы Роуз, чтобы она могла победить Нагуа, который превратился в гигантского паука. Следовательно, Нагуа атакован всей силой Прота и Роуз. Однако во время боя они пробивают потолок антигравитационной пещеры, и Нагуа оказывается в ловушке, не имея возможности двигаться. Они используют этот момент, чтобы нанести несколько ударов, но монстр показывает, что может распасться на 1000 частей, что делает невозможным, чтобы они могли победить его в одиночку. Тогда мы наблюдаем, как он входит в туннель, ведущий к часовне. Несмотря на это, его удивляют девушки из Академии, которые ждут его, чтобы уничтожить каждый из его фрагментов. Впоследствии Прота говорит Роуз, что они должны стереть ее воспоминания, чтобы она могла жить в свете. После того, как мы наблюдаем, как Марк направляется в пещеру, там его жена уже без сознания, так как она находится в процессе становления наполовину ликантропом, что мешает контролировать ее тело. Как раз в этот момент на место прибывает Прота и спрашивает Море, было ли частью соглашения с Нагуа использовать его особые способности, чтобы спасти ее. Это объясняет, почему он проводил эти ужасные эксперименты над местными жителями. В этот момент мы узнаем, что Эль Маркес предоставил убежище матери Дель Прота и ему самому, когда они спасались от преследователей, а также заботился о своей матери до дня ее смерти. Однако Маркесу становится ясно, что это была просто прихоть с его стороны, и он сделал это не с каким-либо намерением получить что-то взамен. Именно тогда Эль Прота выпускает лекарство, которое позволяет псевдоликантропу вернуться в свою человеческую форму, понимая, что это будет единственный раз, когда он сможет вернуться в свою человеческую форму. Пожалейте его. Позже однажды разразилась гроза, которая разразилась вокруг города Цезарь. Поэтому девушки из Академии отправляются во Фландрию. Выясняется, что все узнали, что Маркес Блоссом был причиной болезни в деревне, поэтому она решила отдаться девочкам из Академии власти, чтобы ответить за свои преступления и действия. Также упоминается, что его жена вернулась, чтобы взять на себя ответственность за церковь и детей. Во время смены сцены мы видим Мелиду в Академии, в то время как Прота наблюдает за ней. И она впечатлена тем, как быстро она прогрессировала, в дополнение к тому, как улучшились ее отношения с ее одноклассницей. Тем не менее, есть много людей, которые недовольны развитием этого таланта, который ранее считался некомпетентным. Позже директриса сообщает девушкам в Академии, что приближается день, когда третьекурсники познакомят свой мир с жизнью. Поэтому в библиотеке Вибриагода будет проведен аттестационный экзамен. Тогда Прота объясняет Мелиде, а также Элизе, что Вибриагод – это название лабиринта, расположенного в центре города Фландрия, в котором найдены очень древние книги, относящиеся к тому времени, когда Солнце и Луна еще существовали в этом мире. Однако это опасное и сложное место, так как оно полно всевозможных ловушек и чар.
Несмотря на все это, только второкурсницам и третьекурсницам разрешено сдавать этот экзамен, так что они могут быть спокойны в этом отношении. Услышав это, девочки облегченно вздыхают, но в этот момент к ним подходит директор академии и спрашивает Мелиду и Элис Си, хотела бы сопровождать девушек-третьекурсниц на их экзамене. Учитывая, что они были отобраны в качестве курсантов в Мун-Люмьер, что было очевидно в том году, и они хотят доказать другим, что они достойны того, чтобы получить эту должность. Следовательно, им не обязательно сдавать экзамен, но они должны успешно сдать первые уровни. Позже нас знакомят с группой людей в масках, предположительно принадлежащих к миру знати. Они собрались под руководством Мула Салачи и его брата Серхио Кикаи. И если его имя довольно странное, мы скажем ему Серхио. Последний сообщает вам, что недавно он собрал данные считывателя маны, результаты показали, что типы маны у Элиса и Мелиды Энджел очень разные. Эта новость вызывает тревогу, поскольку предполагает, что Мелида не является потомком Дома Ангелов. Услышав это, все за столом возмущены этой новостью, поскольку она предполагает, что у жены рыцаря-герцога был роман, тем самым подтверждая слухи. По этой причине Серджио предлагает, чтобы они раскрыли гражданам Фландрии секрет компетентного таланта. Однако проблема заключается в том, как убедительно раскрыть секретное высказывание для масс. В этот момент Мул сообщает всем, что у него есть план, который заключается в использовании учебника Брига и Бога, чтобы доказать ошибки Мелиды Энджел. После тайной встречи Салача разговаривает со своим братом Сержем, так как она не убеждена, что ее решение будет лучшим для Мелиды. Он объясняет, что в королевстве существует множество планов, которые вращаются вокруг ангела Мелиды и которые очень опасны. Поэтому он считает целесообразным освободить ее из-под стражи. Ваши страдания, чтобы вы больше не рисковали. Потом вход в академию. Появляется человек в маске, который утверждает, что является отцом Мелиды. Его намерение состоит в том, чтобы посеять сомнения в том, является ли она внебрачной дочерью герцога. Увидев ее, бежит к Мелиде и признается ей, что когда она была маленькой, ее разлучили с ним, но что он готов вернуть ее. В этот момент Прота нападает на этого человека, который отступает, а затем исчезает в темноте. Позже Прота и Мелида возвращаются в Дом Ангелов, проводя для нее плановый осмотр. Затем она сообщает ему, что он должен сдать экзамен Бригит Гоут, чтобы продемонстрировать ей свои способности, поскольку есть люди, которые хотят причинить ей вред. В результате Мелида спрашивает его, может ли он в случае победы на экзамене получить от нее приз, на что Прота отвечает, что будет ждать, чтобы она сдала экзамен. Посмотрим, что он у вас попросит. Во время смены сцены мы видим, как директор и группа третьекурсников подходят ко входу в библиотеку. Мы узнаем, что Мелида была выбрана лидером группы, а позже мы замечаем, что Эль Прота и Роуз с ней, чтобы предложить ей свою поддержку, и будут ждать ее, когда все закончится. Заканчивайте. Как только директор использует свою ману, чтобы открыть библиотеку, все поднимаются на платформу. Тем временем ей объясняют, что чем дальше они спускаются по уровням, тем более сложные задачи им придется решать. По этой причине я рекомендую вам не спускаться ниже, чем было предложено, и вы должны вернуться до того, как песочные часы подойдут к концу. Внезапно платформа ломается, и на них нападает черная тень, в результате чего вся группа распадается. Сразу после этого сестра из академии направляется ко входу в библиотеку, чтобы сообщить, что герцог Фергал Энджел находится в приемной. Поскольку директора нет, Прота решает поговорить с ним, чтобы выяснить причину его визита. В этот момент мы узнаем, что он там с намерением забрать Мелиду из академии и взять ее с собой на территорию Лос-Анджелеса. Он считает, что Мелиде не нужно получать аттестат академии, поскольку она является наследницей герцогства всего мира. Их внезапно прерывает сестра, которая прибывает с письмом. На этом письме изображена эмблема гильдии убийц зеленой рыбы и содержится информация, указывающая на то, что девочки, участвующие в экзамене, подвергаются большой опасности. Позже мы заметили, что Мелида и Элис были отделены от группы и подверглись нападению двух призраков, которых им очень легко удается победить. Однако, когда прибывают новые призраки и они попадают в беду, их неожиданно спасают Залача и Мул. Впоследствии Мелида и Элис думают, что они тоже там, чтобы сдать экзамен, поэтому они решают объединить усилия и подняться наверх. В то время как Мул достает книгу из библиотеки, он указывает вам точную точку, в которой они явно находятся. Там нам объясняют, что семья Амор известна тем, что она изучает Библию у Бога. Поэтому Мул принес несколько заколдованных книг, которые могут быть полезны при прохождении лабиринта. Затем он передает книгу Мелиде, чтобы она ясно прочитала ее, чтобы она могла понять, как действует эффект зачарования книг.
После активации его эффекта девочки превращаются в сказочных персонажей, что обеспечивает защиту во время действия заклинания. Мы отмечаем, что Золоча соответствует персонажу Русалочки. Однако, увидев ее, девочки считают несправедливым, что, находясь в том же году, что и она, ее тело так сильно повреждено, развито. Следовательно, в форме мести они приближаются к ней, чтобы запугать ее, но прежде чем они смогут продолжить, время действия чар истекает. К тому же Селин напоминает ему, что время испытаний также приближается, поэтому им явно нужно поторопиться, иначе им конец. Все подряд они направляются к месту испытаний на этом этаже и находят книгу в центре комнаты. Это указывает им, что они должны расположить книги в порядке их расположения. Пока Мелида разбирается с пожирающими книги демонами, Мул определяет, куда следует поместить книги, чтобы завершить это испытание. Как только она кладет последнюю книгу на место, обнаруживаются 4 книги, которые можно убрать с места в доказательство того, что они прошли испытание. Мул учит их, что он знает кратчайший путь обратно в Академию. Однако Золоча берет книгу Мелиды и предупреждает их, что испытание – это ловушка для нее. Позже мы узнаем, что Шонфа и женщины директора спустились на верхний этаж библиотеки, где на них устроили засаду члены гильдии зеленых рыб. Пытаясь защитить студентов, директор серьезно ранена и обещает отдать за них свою жизнь. Как раз в тот момент, когда она собирается победить его, Эл Прота и Роуз прибывают, чтобы победить врагов. За этим следуют 2 ученицы, извиняющиеся перед директрисой и объясняющие, что их родители приказали им прочитать книгу-ловушку, чтобы их отвезли туда, что явно привело к травмам директрисы. Но она понятия не имеет, что такое могло произойти, поэтому они очень-очень сожалеют. В этот самый момент лидер ассасинов воскресает в образе ликантропа и начинает битву с полностью демоническим протоном. Хотя лидер слишком силен, чтобы противостоять ему, Прота рассматривает возможность превращения в свою версию вампира. Однако знает, что если директриса узнает об этом, он упустит шанс быть рядом с Мелидой. Поэтому он решает продолжать сражаться таким образом и несмотря на то, что находится в этом невыгодном положении. Затем мальчик с повязками прерывает битву и, используя свои способности ликантропа, побеждает лидера. Наблюдая за этим, девушки поражаются, так как не могут поверить, что ликантроп спас их. Вот почему Чима подходит к нему и благодарит его за спасение их жизней. Потом мальчик с повязкой сообщает Проту, что гильдия зеленых рыб явно вторглась в Академию. Это происходит незадолго до того, как раскрывается секрет, что Мелида не принадлежит к семье ангелов, следящей за тем, чтобы не было никого, кто мог бы засвидетельствовать ее талант. Позже прибывает лидер гильдии Белой Ночи. Тогда мальчик с повязкой предлагает ему обмен информацией в обмен на то, чтобы лидер передал ему формулу, которая превращает полуликантропа в человека. Впоследствии Прота отправляется на поиски Мелиды, поскольку он находится в опасности и не знает, хороши ли явные намерения нападавших. Затем мы отмечаем, что Мелида последовала за Мулом в поисках объяснения, поскольку она считала, что они друзья, и хочет знать, почему он предал ее таким образом способ. Внезапно сумка с книгами Мула прибывает и открывается, и она активирует заклинание, которое переносит их в историю из Алисы в стране чудес. Они мгновенно прибывают со двора королевы червей, где Серджио выступает в качестве судьи, а дворяне выступают в качестве свидетелей. Обвинения падают на Мелиду Анхель, которую обвиняют в ложном присвоении фамилии Анхелю и в обмане граждан Фландрии на протяжении всей ее жизни. Кроме того, представлены доказательства того, что появился человек, который утверждает, что является ее настоящим отцом. Этот человек добавляет, что Мелида имеет очень странное происхождение, поскольку ее класс не паладин, а самурай. Ее также обвиняют в том, что ее мана пробудилась примерно через 13 лет, что явно очень подозрительно. В этот момент Мелида защищает себя, утверждая, что то, что она из класса самураев, не означает, что она не дочь семьи ангелов. Кроме того, если присутствующие позволят ей, она проявит себя, вступив в легион Крес. Однако цель этого судебного разбирательства состояла в том, чтобы признать ее виновной и издать указ, запрещающий простым людям въезд во Фландрию, что сделает ее городом исключительно для дворян, после чего ему предоставляется возможность продемонстрировать свою силу, сразившись с Залахой, которая является наследницей одного из 3 домов из герцогов и принадлежит к классу драконов. Мелида пытается атаковать, но Золоча остается в небе, у окружающих создается впечатление, что Мелида в бегах. Однако в одно мгновение Зака спускается, чтобы прикончить Мелиду, которая пользуется возможностью, чтобы сбить ее с ног. Увидев это, присутствующие начинают сомневаться в том, что Мелида самозванка. Если она действительно из Дома Ангелов, то она совершила бы предательство против Дома Великих Герцогов.
В этот момент мы понимаем, что Серхио вручил Салаше ручку, которая является заклинанием вибрации в Боге, который представляет собой своеобразный предмет, способный переписывать текст библиотечных книг, следовательно, его цель уничтожить всех, кто был в библиотеке, присутствовать и таким образом не оставлять свидетелей того, что там произошло. Из-за этой ситуации Салах и Мю объединяют усилия, чтобы эвакуировать присутствующих, однако прежде чем они смогут убежать, их запирают. Человек в маске, выдававший себя за отца-самозванца, нападает на Элис и падает на Мелиду от удара. Как раз в тот момент, когда она собирается пойти за Мелидой, появляется Прота, чтобы спасти ее. Он предлагает ей оставить остальных в его руках, но она настаивает, что также хочет защитить своих товарищей-женщин и выражает свое желание сражаться на его стороне. Сражайся последовательно в рукопашную, чтобы победить врага. Тогда мы поймем, что Мелида стала намного сильнее и что ее боевой уровень равен уровню Прота. Сразу после этого она использует свою особую атаку тысячи сверкающих мечей, которой она научилась у Прота, и побеждает врага. По окончании боя она бежит прямо обнимать его, пока девушки наблюдают за ним. В этот момент мы понимаем, что если ты умрешь в сказке в библиотеке, тебя вынесут на улицу, но ты все равно будешь ранен в результате нападений. Впоследствии человек в маске умоляет Серхио сохранить ему жизнь за провал его миссии, но Серхио явно убивает его, ведь это не обязательно для их планов. Позже в городских газетах появилась новость о том, что произошло в Академии. Кроме того, начали появляться люди, утверждающие, что он настоящий отец Мелиды. Затем мы заметили, что действия Сержа, или, как мы бы сказали, самого Серхио, были полностью скрыты, и ему приписали расследование. Согласно этому, ответственным за это событие был член легиона Крес по имени Биджес. Как утверждается, совершил насильственный акт из-за сомнений в ситуации в стране, однако он находится на свободе, а правда по-прежнему скрыта в темноте. По прошествии нескольких дней Мелида идет на вокзал, чтобы попрощаться со своим отцом, и он рассказывает ей, что его прабабушка была из класса самураев и что она очень похожа на свою мать. Услышав это, Мелида тронута до слез, так как впервые у нее было нежное общение со своим отцом. Во время смены сцены мы видим, что у Мелиды вот-вот начнется новый учебный год. Но перед тем, как покинуть Академию, она оказывается в цветочном саду с Протой. Она благодарит его за то, что он сдал экзамен, и выражает ему свое желание, чтобы он был первым, кого она увидит, когда узнает этот жестокий мир, а также признается ему, что вместо того, чтобы отдать свою жизнь за нее, она хотела бы отдать свою, чтобы защитить его. И сразу после этого Прота делает поклон Мелиде, чтобы принять ее предложение, тем самым убеждая себя, что его суждение о ней было правильным, поскольку она стала его единственной гордостью как убийцы. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, прокомментируй секретное слово «это будет вампир», потому что так я отдам тебе свое сердце, так как ты один из немногих, кто дошел до этой части видео. А также не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать маленький колокольчик, что очень важно. Так что помните, что вы можете прокомментировать мне, что аниме они хотят, чтобы я резюмировал для следующего видео, так как я всегда их всех читаю. И не говоря больше ни слова, Пинья Кола Асет прощается.